Привет всем! Хотел показать короткий ролик по пружинам, как собрать стойки амортизатора Ford Galaxy там с 95 по где-то 2002, ну и первый Galaxy, и второй, они там одинаковые будут. Вот. Просто сам столкнулся с такой фигней, что можно, надо желательно другими стяжками, потому что пружины очень мощные. Вот. И хотел показать вот пружины, вот Каяба, номерки, может быть, кому надо. А вот амортизаторы. Вот номер. И вот номер амортизатора. Вот. Почему Каяба и Монро? Потому что посмотрел Stellax и офигел. Короче, лучше. У меня стяжки вот такие. Вот такие есть стяжки. Вот. Я раньше ими стягивал. Ну, конечно, ими, где пружина. Видите, за счет того, что пружина такая толстая, вот. Во-первых, нужно поближе здесь стягивать. И не хватает, бывает, до конца. Ну, опасно, страшно очень. Вот. И очень тяжело ими. Вот. Но у меня еще есть вот такие стяжки. Вот. Это типа мерседесовских. Вот такой набор. Вот, под разные витки пружин. Очень удобные. Можно практически любую пружину сдавить. Ну, если нигде не упирается этот шток, то хорошо им стягивать. Ладно, сейчас покажу. Вот амортизатор. Я его просто вставляю. Сильно не зажимаю, чуть-чуть, чтобы он просто стоял. Вот. Снимаем, чип сожмется там. Ну, вот так. Он нормально не прокачается. Ну, я так делаю там 3-5 раз. И достаточно. Но после этого, когда вы его прокачаете, нельзя его ложить. Он должен все время уже теперь стоять. Уже когда соберете, можно, в принципе, и положить. Вот. А на данный момент, после прокачки, когда собираем, лучше не ложить его. Потому что это принцип, так сказать, домкрата. Так, что у нас теперь еще? Вот так. Значит, вот так ставим. Потом вот так. И ставим сюда. Потому что в остальных амортизаторах нету вот этой скобы. Вот этой вот. И он просто болтается. Вот на Stellax не будет. Так. Все, прокрутили немножко его. Вот, все стало. И я беру вот так. И отбойник поднимаю. Вот, и делаю где-то вот так. Оставляю. Ну, чтобы уже сразу. А он уже опустится, сколько ему надо. Все. Теперь. Значит, здесь есть же разница, ну там понятно, да, вверх-вниз. Вот. Маленький вверх, широкий низ. Тут разберете. Вот так вот. Так, и теперь приблизительно вот так, чтобы сюда стакан стал, и здесь уже места хватало. И вот так написали. Так, ну и сжимать. Так, что я дальше хотел? Ну, смотрите, еще вот. Вот, только сжимайте аккуратно, блин, опасная фигня. Вот, и когда я вначале там сказал, что с 90 какого там года то по 2000 они подходят, да, амортизаторы одинаковые полностью, вот, а пружина до 99-го, наверное, года, или с 99-го, она получается на один виток меньше, у нее просто витки шире. Вот, и... Блин, не покупайте БУшку. Это вот все как надо. Виток, по-моему, 15-й, ну, толщина прутка. Каябовская пружина вообще классная. Вот. Ну, в принципе, если такую сборку можно поставить и на первый Galaxy, и на второй. Вот. Так что, все, погнали. Блин, только аккуратно. Видите, как ее надо сильно сжимать?
Вот, а теми бы стяжками уже где-то она повернулась бы. Вот такую толстую страшно. Даже сейчас страшно. Ее вот берешь, она аж звенит. Видите, какая стрёмная булочка. Так, все тогда ставим. Так, я хотел еще. Ну, это уже я так делаю. Нужно, чтобы еще и красиво было. Вот этот пупсик немножко подгибаю, видите, он неровно стоит. Тогда, когда пружина у него упирает, ну, это так, для себя, это просто так. Вот. Делаю его чуть-чуть даже сюда. Так. Вот, сжимаю посильнее, чтобы видно было, что вот эта чашечка у меня, вот видите, чтобы она туда немножко так вот проваливалась. Потому что если вы можете вот так прикрутить, ну, прижмет ее вот сюда, на сторону, вот так. Ну, понимаете, да? Вот, а я делаю, чтобы именно вот так было. Вот. Потом ставим опорник и гаечку. Ой. Ну, я так точно до сих пор и не знаю. Смотрите, как бы на этих первых Galaxy у них вот такая широкая гайка. Насколько помню, на вторых и на Volkswagen, там, на Гольфах, на них такая с юбочкой идет, и она узкая гайка. Вот. И она для того, что вот есть, ну, я, конечно, и на них такие же ставил. Вот здесь есть такой бортик. Вот. Получается, мы должны поставить опору и уже вместе с опорой прикручивать ту гайку. А через эту она просто вот, ну, проходит. Все. Вот просто вот так ставим опору, ставим на машину, ну и зажимаем. Вот, так что вот такие дела. Все, здесь тогда сейчас подожмем. Все выровняем. У нас вроде как все хорошо, все ровно. Значит, сюда, ой, тихо, зажимаем шестигранник на 7 и ключ на 21. Так, все, зажали. Короче, смотрите, лучше зажимайте вручную. Шестигранник на 7 сюда. Вот, держите и эту гайку зажимаете. Например, откручиваю я пистолетом, а закручиваю я вручную. Ну, если честно, не всегда, но стараюсь. Например, как себе, то точно я пистолетом бы закручиваю. Это же как всегда. Так, ладно, все, снимаем стяжки. Так, что у нас тут? Все хорошо там? Так. Видите, тут тоже поджало. Вот так. Вот. Так, стой. Все, и вот этими рогами и получилось сделать аккуратно и красиво. Вот, видите, как теперь стал виток, уперся туда хорошо. Здесь ровно все получилось. Ну все, теперь вот ставим просто сюда опору, ложим шайбу, наживляем гайку. Ну и ждем машину, как бы пока собираем, так сказать, чтобы они были. Приедет машина, быстренько вкинем их и все. Вот все, вот такая получается красота. Вот. Все, пыльничек, отбойничек. Вот, и вы, получается, что у вас еще и старые стоят на машине, и вы эти собрали уже в сборе.
Все, положили. Вот, и все. И ждет она своего часа. Все, вот приехала машина, я уже меняю, смотрите. Вот эти стойки, те, что я собирал, вот она. И вот какое отличие, что я вам хотел показать. Вот смотрите. Видите, раз, два, три получается, три полноценных витка. И у них они как бы широковато. И пруток 14. По-моему, ну давайте померяем. Вот. Сейчас меряем. Нет, ровно 15. Да, ровненько 15. Вот. А здесь получается 15 там с хвостиком. Вообще, ну там мало. А ой, 16 с хвостиком. Да, 16 точно. Да, здесь не 14, все правильно, это я перепутал, да. Вот, тут ровно 15, здесь 16. Ну вот, покажи вот так. Ну, с мелочью. Видно, да? Вот, а здесь... Вот. Вот, и вот это оригинальные пружины именно этой машины. Именно этой. А которая предыдущая, старая, с узкими фарами, на той вот такие, как мы сейчас поставили, должны стоять. И вот посмотрим, как она, насколько она поднимется и как будет вообще она себя вести. Просто на этих она немножко ниже, но она жестче. Вот. А посмотрим, как она будет на тех. Так что вот это и всего лишь разница. Стойки одинаковые, сам амортизатор, ну вот по пружинам отличие. Ого, ё-моё, вообще классно. А еще покачается, опустится чуть-чуть, вообще будет классно. Сейчас посмотрим, какая она мягкая или жесткая. Офигеть. О, прокачалась. Классно. Все, я думаю, вообще будет. Блин. Лайкосик. Вообще классно. Там еще зад поднят, это мы раньше там, я тоже поднимал. А, кстати, это тоже, блин, это, я сейчас даже покажу. У меня есть еще одни, смотрите, как раз таки пока я еще при памяти, вот эти штуки, они продаются на рынке разной высоты, вот, это под задние пружины. Становятся вообще классно, недорогие, я не помню, сколько они там стоят. А, вон, 45 рублей. Ну, это белорусских рублей. И это обычный, ну, я не знаю, ну, жесткий какой-то там, типа не текстолит, а что это такое, блин. Ну, я не знаю, с чего они их точат. Ну, короче, стоят охрененно. Я уже на многие машины, на разные ставил. И, да, и себе, и на Audi ставил. Ну, там потом покажу. Это я уже проговорился. У меня еще есть Audi S8. Потом будем еще собирать. Она сейчас там по краске, но она там... Короче, до нее еще далековато. Но еще скоро будем собирать. Вот. И вот зад этой машины тоже, ну, уже опустил, не хочу поднимать. Короче, сзади поменял амортизаторы, каябы стоят, пружины тоже новые. Пружины, да, тоже каябы. И вот такие вот проставки вот эти вот стоят. Все, и зад поднят, машину не бросает, ничего. Она стоит на этой резине 205, 60, 16, ну на родных колесах. Вообще классно. Человек довольный, ездит как слон довольный. А он нету губы, нету защиты, третью защиту бьет, потому что машина низкая была.
Так что вот такая она теперь получилась. Я думаю, что будет все нормально. Вот, так что, если что, вот такие вот штуки назад. Всем пока. Как всегда,